Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблицы в сервис email рассылок Mail.ru. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблиц в другие системы. Например, через сервис Mail.ru вы сможете отправлять уведомления себе о появлении новой строки в Google таблице или производить рассылки пользователям на их email. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Далее необходимо выбрать действие «Загрузить строки новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо предоставить все разрешения Apex Drive для работы с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, из которых будет происходить выгрузка новых строк. В поле «Начать загрузку данных со строки «Номер» вам необходимо указать номер строки Google таблицы, с которой вы хотите начать загрузку данных. Например, если у вас в таблице находится 1000 строк и вы не хотите передавать все эти строки, в этом поле вам необходимо указать цифру 999 для того, чтобы начать загрузку данных с последней строки. В данном случае в моей таблице находится 2 строки, поэтому я укажу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые находятся в выбранной строке. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Mail.ru. Далее необходимо указать действие «Отправить письмо». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Mail.ru к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать ваш email. Именно эта почта будет использоваться в качестве отправителя писем. В поле «Пароль» вам необходимо указать пароль для внешних приложений. Для того, чтобы его получить, переходим в личный кабинет Mail.ru. Далее необходимо перейти в настройки аккаунта, пароль и безопасность. Далее вам необходимо перейти в пункт «Пароли для внешних приложений». На этом этапе нам необходимо добавить новый пароль для внешних приложений. Вы можете дать ему имя, например, по названию системы, к которой подключаете ваш аккаунт Mail.ru. Далее вам необходимо указать текущий пароль аккаунта Mail.ru. Теперь вам необходимо скопировать пароль для внешних приложений и указать его в поле «Пароль» в системе Apex Drive. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые необходимо заполнить для отправки писем. Если вы хотите производить рассылки пользователям, то в поле «Кому email» вам необходимо указать переменную из Google таблицы, в которой будет содержаться электронный адрес пользователям, которым нужно отправить письмо. В качестве отправителя будет использоваться аккаунт Mail.ru, который подключен к системе Apex Drive. В этом случае тему и тело письма вам необходимо составить с таким расчетом, что по каждой новой строке будет отправляться новое письмо. Если вы хотите отправлять письма на вашу почту о появлении новых строк, то в поле «Кому email» вам необходимо прописать нужный электронный адрес вручную.
Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример письма, которое будет отправляться на указанную почту при каждой новой строке из Google таблиц. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Mail.ru». После успешной отправки переходим в Mail.ru и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Mail.ru успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!